Небольшая вставочка, чтобы пояснить, что это вообще такое. Это первая часть из цикла роликов по данной игре. Он больше ознакомительный, поэтому особо страшного здесь ничего такого не будет, за исключением пары моментов. Основная в полную силу, вернее, начнет работать кирпичный завод уже в последующих частях. Поэтому приятного просмотра. Радио няня. Ответить. Папочка, почему я тебя не вижу? У нас что, телефон сломался? Кажется, мы можем только слышать его, ничего, скоро все починит. Не знаю, я вот это читаю, я представляю, что она, знаешь, вот в рацию просто такая, а где тут камера, а как Бравл Старс запустить? Это и есть рация. Причем та, которая, ну, типа, большая такая. У папы твоего Ну так. теперь очень важная работа. Но он все дорогой, с нами все будет хорошо. Каждый вечер мы будем на частоте 237, любим тебя. Запомни это, потому что я это запоминать не буду. Хорошо. Я это уже... Это мой рюкзак, кстати. Прикольно сделано. Это напоминает ролик Мармока, где он с крысой вот это гонял. Кажется, кто-то стучится в выходную дверь. А это Дверь напоминает... кривая. Это я пока в лодке плыл, головой приложился, все в порядке. Вот, а еще это мне напоминает песню «Король и Шут» «Бродят тени возле дома». Но это последняя коробка, теперь точно все, припасов должно хватить на ближайшее время. Я вернусь через 2 дня с новой партией. Надеюсь, ты все еще будешь тут. Что надо делать? Напомню, как тебя зовут. Ну, зовут его Курьер, это очевидно. Как бы, ну, что делать? За маяком следить. А как так? Это я не знаю, моя... С чего, блин? А как это? Просто прочитал, а как так? Я вот с этого читал и помню. А как так? Это я не знаю. Ты опять? Блин, все. А как? Это я Так. не знаю. Мое дело простое. Продукты тебе привозить. Ты их возьми, распакуй, покушай перед ночной сменой, чтобы потом работалось проще. Причем мне кто-то запретит потом. Ладно, А пойду. как тебя зовут-то все-таки? Курьер его зовут. О, Не выучил, что ли? Смотри, штампик. Погоди, куда это ты? Оплата. Порт мной тебе деньги передал за 2 дня вперед. Вот, держи. А я так ты думал, ему ему заплатишь? надо заплатить. А это, оказывается, он мне заплатил. Свидимся через пару дней. Давно на этом маяке никто не жил. Но он хороший всегда, верой служил нам. А смотрите ли чё. Сейчас времена такие, как никогда нужна надежность в маяках и людях. Надеюсь, ты из таких. Ну, бывай, вечереет уже, мне отплывать пора, а тебе работать. Перк энергия. Если открыть в течение ночи... Если открыть в течение ночи, энергия расходуется медленнее. Съешьте несколько предметов, чтобы Просто стул сейчас пойдем съедим, и все. Ну, не говорится же конкретно, что еду надо хавать. Будем хавать стулья. Если написали. О, взгляни в окошко. Там какая-то кошка. Помни, I'm not a human. Лес, такой густой лес, не очень-то располагает к прогулке. Ну все. Не буду Мы гуляем сегодня. А во второе окошко. количество экономии. Маленькая деревушка. Никогда бы не подумал, что кто-то захочет здесь жить. Ну, не думай. Вот, смотри, у нас Сколько есть возьмешь? еда. Зажми Е. Сейчас, пока я буду перетаскивать, а Е это А, действие. прикольно. Кстати, Подожди, хорошо, я что они набрал. сами этот... У тебя еще что в коробке? Ага. По итогу у меня 2... А, вон, смотри, даже 2 консервы, 2 подписывает. воды. Не, вон глаз, смотри, он подписывает, типа, сколько я получу энергии. Да. Так, Все ж переночной спать. О, фуражка. достижение дали. А почему я не могу это взять? Ну, я буду фуражки пока ходить. Так, а приседать можно? Нельзя. Прыгать тоже нельзя. Нет. Все. Видал? У меня фонарик есть. Да? Чё ж ты не сказал? Так. Весьма комфортный шкафчик. Закрыто. А почему вы меня закрыли? Проверить. $400. Бесконечный фарм денег. Нет, С конверта в там конверт. 400 А просто, знаешь, я долларов. достаю их и обратно ложу. Так, ну... Да. Так, ну, 400 долларов. Бесконечный фарм денег. С конверта в конверт. А просто, знаешь, я достаю их и обратно ложу. Так, ну... 400 долларов. Бесконечный фарм денег. Так, ну...
Давай обыщем, что у него есть. Вещи, которые не успели забрать рабочие. Обыскать. Неработающий телефон, сгоревшая электроника, а также небольшая записка. Список задач на маяке. Настроить антенны на широкий диапазон и защитить от перегрузок. Заменить предохранитель. Проверить механизм вращения маяка. Вытащить монтировку. Откуда? Убраться до заката. Успеть на паром. А, то есть я даже не остаюсь тут, что ли? А, это же их. Блин. Работа. Я подумал, что это мои вещи. Я до секунды забыл об этом. Вещи, которые не успел уйти. И что? Вовремя примените фото. Пачка фисташек. Это они мажоры, да? Богатые были рабочие. Обычная прикроватная тумбочка. Проверить нижний ящик. Проверить. Ну, давай снимем. Фотография. Блэкфорта. Немного припасов. Да. Кто это слышал? Мгм. Все постучали. Так, закрыто на ключ. Открывай. М. Свет выключу. Ничего себе у тебя умная система. Нажимаешь на Ой, лампочку, она смотри. включается. О, смотри, картина. И тут картина. Шкаф закрыт. И шкафчик. Мгм. Можешь, кстати, повесить. Кто-то картину. вызывает меня по радио. Это, наверное, срочно. Погода сегодня хорошая, да? Список дел на маяке. Мгм. Да. Бу. Ладно, сам он не сбросит. Статический шум. Ну и что ты звонил? Есть кто? Сколько можно? Наконец-то. Почему так долго? Смена почти началась. Я сейчас свет отключу, ты в скалу врежешься. Так, давай, значит, сразу обозначим границы. Главный тут я. Кто тебе это сказал? Ты называешь меня шеф, и мне плевать, кем ты там работал, найти событий в карту. Теперь ты понижен, ты нужен от кнопок на маяке, на которого по какой-то причине Бог тратит безумные деньги. Они даже газетчиков сюда притаскивали. Сейчас пришлю тебе вырезку. Заходствование опасности. Сегодня начальник порта сообщил, что в экстренном порядке был расконсервирован Аутсмутский маяк. Станция, долгие годы работавшая в автоматическом режиме, теперь обслуживается сотрудником порта. Это поможет сохранить судоходство в гавани на время, когда привычная навигация больше недоступна. А где про меня, кстати? Сделай Ты сделал что-нибудь? пока нет. Вот и не отсвечивай. Не отсвечивай. Ладно, давай на работе. Солнце почти село. Иди активируй маяк. Расскажи, что делать, у тебя, кажется, нет настроения. Что, месячный у тебя, что ли? Ты сможешь сидеть проверять, не накосячил ли ты. Это просто раньше с навигацией все делала автоматика. Нет, теперь сидеть тут всю ночь, не дай бог, что-то пойдет не так. Ну да, тебя ж на какой нет. Я пройду тебе целую демонстрацию, но только после того, как начнется смена. Делай рубильника, я все расскажу подробнее. Давай быстрее, тебя ждет работа. Я не включу маяк. Я не должен процедурию сверивать тебя рядом с винтовой лестницей. Просто с семей нажмите поиск частоты с помощью ручки, настройтесь на 237. Проверить стол. Если ощущаете, что устали, выпейте или скушайте что-нибудь. Если остановилась подача электроэнергогенератора, работать с темноты опасно. Вот, теперь мы будем знать. Середины. Ну, типа, сверху, как правило, будет написано что-то про маяк. Я поэтому начал снизу, там что вкусное. Уснуть на посту — самая страшная провинция. Смотри, нам нельзя спать. Нам надо есть. Постоянная электропередача и свет нужно, чтобы были. Вот, если не работает радио не радио, работает. надо антенну проверять. Это экзамен. Да. Следите за маяком. Так, а что вот это такое? Это факс. Перезапустите. Это факс. А это тогда что? Это радио. Ну, это понятно.
Ну, ты с семьей не хочешь связаться? А, вот, спасибо, что Специально для пояснили. тебя. Да, то я не запоминал. Ну, здорово. Маяк Не сегодня не будет связи. работает. Так ты антенну включил. Ладно. Так, что у нас есть? Свет, маяк и вращение. Подожди, он же там про ключ что-то говорил, нет? Или это мне приснилось? Дверь слева от тебя. Винтовая лестница. Вот, Винтовая лестница. рубильник. Да, у меня, видишь, он... Ночь первая. Все, я справился. Можно домой. А семью так и не поговорил. Мышка. Несколько старых коробок. Внутри была картинка и Рыбка. много припасов. Понятно. Обыскать. Подается. Не поддается. Что наверху? Если там крест. Че Смотри. слепишь? Или фары свои ледовские понаставили. Я теперь тоже маяк. Я мини-маяк. О, это северное сияние, скорее всего. Ладно, по итогу понятно, что ничего не понятно пока что. Только Но зачем надо быть крест? начеку. Ох уж этот призрак, да? Смотритель выбыл просто. Ладно, кто там трезвонит? Давай, что там у тебя? Это шеф. Так, давай пойдем сразу к делу, потому что дело наше не очень. В чем проблема? Этого кошка управления, может, поймешь. Сияние очень испортило нам. Мало того, что вся электроника сгорела, так еще и с радиоэфиром что-то не то. Все работа на 16-м канале, но теперь там ничего не разобрать. Еще помех, как и в множестве остальных частот. Поэтому кораблю теперь ищут частоты, на которых меньше помех, и вызывают боль там. Тебе нужно слушать эфир и находить сигнал корабля, чтобы затем выдать им навигацию. Для наземных станций все проще. Высокоперцовый направленный передатчик. Его надо очень точно настраивать, но зато связь более-менее постоянная. Для связи между островом и берегом нормально, но на корабль такое не поставить. Давай проверим это. Сейчас я попробую связаться с тобой на случайной частоте. Используй ручку радио или кнопки со стрелками для поиска моей частоты. Как только найдешь частоту с постоянным сигналом, загорится зеленая лампочка. А может быть случайная Да, передача, давай ближе к сути, но одна пошли. из них буду я. Пойдет Что у точно. тебя на случайной частоте? Вот это стрелочка снизу. Ну, это тоже... Ну, это автоматически, типа, выбирать. Ну, перемотка. Какой канал держит? Но он сказал, что зеленая лампочка загорится. Ну вот, я в обратную сторону надо. Ну, чуть-чуть отъехать, да. О, почти нащупал. Не нащупал. На Во, кнопку нажми. вот. О, помните. Хотя лампочка не загорелась. А здесь просто нет активных частот. Это шутка? Оп. Наткнулись на случайную радиопередачу. Это не шеф. А это корабль. Ему просто нужна навигация. Я его сбросил. Вот смотритель маяка. Хороший парень. Стрелочками ты двигай. Более точно это ручкой. Стрелочками не точно. Ты нашел меня. Мне как-то сложно, верно? Теперь, когда ты нашел корабль, ты должен запросить навигационный бланк. Секунду, я распечатаю тебе тестовый бланк. Ребята в портовой службе подготовили специальные бланки с карты региона, абсолютным модулем, который считывает автоматические радиосигналы от корабля, созданными руками совершенно
же самое для прибывших кораблей. Шеф, ладно, давай сделаем это. Придумал по скалам пройтись. М. Ну, я просто подумал, что он, типа, автоматически будет, ну, он будет рисовать, а мне надо ее отпускать. Все, печатай. Давай, давай. Что сойдет? Это самая лучшая карта, которая у тебя была когда-либо. У нас небольшой поток кораблей, в основном это рыбаки и пассажирские суда. Это ничего, задача ясна. Следи, какой порт запрашивает корабль. Проводи его туда. Если накосячишь с маршрутом или проспишь корабль, я позабочусь о том, чтобы с тебя списали хорошенькую сумму. Еще не смотрителей, чтобы тебя сменять, выплыли к тебе вечером. Еще вопросы? По закону смотрителей должно быть минимум 3. Сложная работа. Один человек с ней не справится. Особенно такой, как ты. Еще момент. Рядом деревня, и, возможно, к тебе будут приходить местные. Помни, маяк — это не твой дом. Это собственность порта, поэтому на маяк никого не пускай. Ну, удачи тогда. Отключаюсь. Можно меня не пустить на маяк? Ломится, смотри, ломится. Да, шеф твой. Рыбка. Коробка, кстати. И рыбка. А когда это успели сюда принести? Вот это не роняй так это твое жидкое золото. Да я escape жму, например. Здорово. Молодой человек. Доброй ночи, смотритель. Вот уж кого не ожидал здесь увидеть, так это живого человека. Я завтра уезжаю. Меня зовут Джеки. Я капитан Осетра. Возможно, слышали. Говорят, что я лучший рыболов на этом острове. Нет, не слышал. Пока. Ума. Давай, приятно познакомиться. Мне, конечно же, очень важно знать человека, который будет тебя в порт сопровождать. Ну да. Вот я вам приготовил небольшой подарок. Это дневник старого смотрителя маяка. Держите. А почему он у тебя, а не на маяке? Вопросец. С первым смотрителем что-то страшное случилось, настолько, что они потом сюда людей и не присылали после него. Говорят, таких дневников 3, если собрать все, то можно узнать, что стало с первым смотрителем. Да, откуда информацией ты владеешь? Можно ты тут постоишь, я пока вызову подмогу? Может, твои записи поймете? Так, а тут есть... Он давно у меня в семье хранился, моя мать увлекалась разными культурами и их рассказами. А дневник тут при чем? У нас дом по полке от них ломится. Отец, как увидел, что на маяке снова люди работают, сразу нашел этот дневник. Это не отвечает на вопрос. Так, ладно, получается, я второй смотритель. Именно, представляете, да? Нет. Как первый смотритель со своей семьей пропал, они решили его тут же закрыть. А, даже так? А заново открыли только когда автоматизировать начали, но тут уж смотрителей никаких и не было, только рабочий. Так, а ты что не спишь? Я в рейс на рассвете собираюсь и, как обычно, уснуть не могу. Может быть, от сияния или от волнения. Так, от моряков слышал, что недалеко от Новой Шотландии новый остров появился. О, как, из-под воды. Мы с командой хотели разведать, что там, да в университет передать. Ну... Да куда мне? У меня подруга есть в университете Мисти. Это она мне намекнула, что было бы хорошо новый остров разведать. А может, там Атлантида, потерянная из-за сияния. Ну, удачи. Так, еще один момент. Понимаете, у меня перед рейсом Триниса есть на маяк пробираться. Так. Хочешь, не пускай его. Ну, ну, раз я получил подсказку куда-то свыше, то я ей воспользуюсь. Очень важно для меня. Не пускай его. Если ты его впустишь, он погибнет.
Ну, я не Ты знаю. можешь как... Но у него, типа, традиция, он постоянно маяк заходил, встречал рассвет. Можешь Но если я его NPC? упущу, ты сказал, что он помрет. Где там просто штраф придет. До этого ты сказал, что он погибнет. Ну ладно, типа, раз традиция, Ну, работе суеверный, то пожалуйста. а вдруг с ним что-то другое еще хуже произойдет, если ты не пустишь его. Ну, я про это и говорю. Так, а как энергию? применять? Подожди, смотри, это мозг. Я просто видел, вот, Это когда всё. его впустили, а то, что будет после, Всё. я не знаю. Может, он тоже там погибнет. Ой, кажется, это ко мне. Ну, типа, там прикол, то, что суеверие. Так, что связаться после морские частоты, да. моряков. Оп, видел, нащупал. Ну что, пробник нормальный. Ты шутишь, это самая безумная штука, которую я пробовал. Никогда такого не в эфире, цену ты знаешь. Место тоже, новая партия прибудет совсем скоро. На частоте нет устойчивого сигнала. Шум эфира. Пам-пам-пам. Смотри-ка, я еще и накрою Взят. партию наркоторговцев сейчас. Так, мы капитан корабля Дрейк из береговой охраны. Мы патрулируем острова, наткнулись на несколько моряков. Кто-то украл их судно, а их самих на лодке оставили, они хворем. Вы что, не слышали? Я поймал переговоры с дилером, он говорил, что новая партия скоро будет. Наркоторговцы, это можно объяснить некоторые вещи. Спасибо, уже лучше, чем ничего. Радары, связь, ничего не работает. Ничего не работает с этим сиянием в небе. Ощущаю себя как камень веки. Рано или поздно это закончится. Вопрос только, как низко за это время мы успеем пасть, и сколько еще людей пострадает. Пробуем выловить их по стринке. Прошу прощения за беспокойство. Да, пожалуйста. Так, а что у нас там он повесил? Памятку. Дневник. Как дневник? Или это декор? корабль не Картину хочешь? кто-то уронил. Да корабля нету. А это что? В смысле, ну, я вышел в радиоэфир, я пообщался с тем... Ты что, здесь забыл? Здорово. На маяк нельзя. Выходи Так отсюда. ты что, впустил? Это не твой дом. Смотрители. Прекрасно топить. Спасибо, что пустили. Корабль ждет. Все-таки ждет. Я думал, береговая охрана и была этим самым кораблем. Ну тогда и следующий подошел. Выскочи с тот. Оп. Нащупал. Прием, на связи морской странник. Так, подскажите, куда идти? Опа. Что в море интересного? Петровное ощущение, что нас все время разворачивает чуть в сторону. Надо проверить шины. Корабль как будто не слушается. Руль то тугой, то свободный, непонятно. Давай проверим документы. Подожди, а там же как-то перевозка грузов на лесной базе из до Блэкфорд. Так, погоди. Там же было сказано, что если порт не отмечен, пролет Блэкфорд. Но здесь отмечено Блэкфорд. Ну, я же Так у говорю. него откуда он Ну, типа все выплыл четко. и куда должен причалить? Маршрут, правда, я ему построил. Ну, Я думаю, он не обидится. Груз принят, заходим в гавань. Спасибо за свет. Пожалуйста. Она была. Смотри, вот такой кино появилось, кстати. да, я же Видел? когда поднимался, была...
А, вот это ты имеешь в виду? Вот это и... Уверен? Да, это Не только сейчас было её. появилось. По-моему, еще где-то. А на этом... Ну, все вроде бы. Да, вот тут. Дальше. Оп! Помехи, прием, помехи, прием, помехи, прием. Сильно плохо слышу вас, повторите. Помехи, говорит, помехи, помехи. Не слышно вообще ничего. Так, уже лучше. Судно Плута называется. Простите, вроде бы получилось починить. У нас проблемы с электроникой. Да, у всех проблемы. Это капитан Ди, транспортный корабль Плутон. Прошу проход в порт. Так, на судне есть проблемы. Что конкретно везли? Микроэлектроника, телефоны, планшеты, умное устройство, полная загрузка. Ну, то есть хлам в нынешних реалиях. Не уверен, что что-либо из этого теперь работает, но с этим пусть поставщики и страховые разбираются. Я свое дело сделал. Так, на судне есть проблемы. Да, простите, весь корабль — это одна большая проблема после вспышки. Во время вспышки все боксы начали светиться, переливаться всеми цветами радуги. В какой-то момент они начали петь. Это было как хор. Очень страшно, очень хочу в порт сдать этот груз. Так, Господи, навигация вышла из строя. А из-за этого сияния по звездам почти невозможно ориентироваться. так, проверим документы. По итогу, что мы имеем? Новый Орлеан. Поедешь в Блэкфорд. Ну, это своего рода тоже Новый Орлеан. Это новый Орлеан. Настолько, да, настолько новый, что он даже на картах еще не обозначен. Принял бланк. Все, мы проходим Спасибо, в порт. проходим в порт. Давай еще поищу. Чё, вот не? Оп. Это- Что случится? Может, ты тогда посидишь, а я покемарю часок, раз ты рядом? Мне страшно. Кажется, кто-то стучится в входную дверь. Ой. Пей. Еще раз пей. Старый баг. Так, ага, это кто тут у нас? Я новый смотритель. Ишь, какой красавец. Спасибо, спасибо. Вы тоже неплохо. Неладный отчет с маяком творится. Маячник тьма будто окутала его. Ты лучше того следи, чтобы свет не погас. Да, старайся сам не уснуть, все будет хорошо. Вот мне рыбку, скушай, энергии ночь тратится, будь здоров. А в рыбке много полезных витаминов. Спасибо, кушай, чтоб не уснуть. Кушать тебе полезно будет. Ну ладно, пойду еще что поймаю. Давай. Пока. Спасибо. Слышал? А вот это уже стрёмно. Что за хоррор ты мне пос... Я не хочу в это играть. Не хочешь свет включить? Да, свет включи. Свет. Я не хочу. Не хочешь свет включать? Не хочу. Я не хочу в хоррор. Мне страшно. Что за хорроричное?
мужики стоят. Ты прочитал? Да, и они стоят, смотрят на маяк. Типа он все хорошо на маяке. Ты все-таки гость. Ну, он, скорее всего, уже не Смотри. жилец. А, у тебя маяк отрубила. Вот почему он пришел. Его уже на картине отнешься. Здорово. Давай сообщим ему об этом. Прекрасный этот твит. Так. Пугаешь ты меня, смотритель, с головой все в порядке? Слишком многое на карту поставлено, я должен исследовать тот остров ради мести. Ну, я его пытался предупредить. Да, мы хотим исследовать зону, про которую говорили рыбаки, где остров снова поднялся из воды, может что интересное. Так, потом пойдем за рыбой обратно. Ну, это, конечно, здорово, что ты планируешь там вернуться ночью, там до заката, но я тебе так скажу, ты не вернешься. Да, от тебя уже все. Ну, корабль. А вот тут теперь Значит, паутина где, да? есть. Классный рисунок. Пусть лежит пока, потом с ним разберемся. Сигнал корабля. Так, маяк прием, говорит капитан Дрейк, мы взяли их. О, красавцы, сволочи украли небольшую яхту и забили ее какими-то странными наркотиками. Судя по всему, это корабль, который вез других смотрителей к тебе на маяк. А, ну понятно. Мы вышли слишком глубоко в море, проведи нас обратно в порт. Никто не пострадал, оба смотрителя мертвы, их сбросили за борт и бедняги разбились о скалы. Жаль их. Похоже, тебе придется работать одному какое-то время. Капитан яхты живой, они связали его и спрятали в трюм. Так может он со мной поработает? Это похоже, даже не знаю, синие какие-то немного голубоватые кристаллы. Хайденберг и тут Но они как постарался. будто Да-да-да, но они как будто светятся изнутри. Попробовать... Пробовать. Пробовать я бы такой не стал. Вроде передадим на анализ, выясним, что из яд. Так, капитан Дрейк, патрулирование залива, Дип Крик, Блэкфорд. Погнали. Сейчас я тебя проведу, дядь. Так, чтобы не один это... Идеально. Ты слышишь? Принял, спасибо, хорошо. Порт, похоже, пиратам кто-то помогал в порту, кто-то их покрывал все это время до сияния. Пока это просто догадки, но будьте внимательны, пожалуйста, отбой. А вот теперь я никого не буду пускать на маяк. Ты не должен видеть его свет. Нет, потому что я могу пустить кого-то на ничего. Привет, это шеф. Ну что, не страшно, я на маяке. С этим сиянием лучше психов. Не надо со всеми разговаривать. Если кто-то злоупотребляет рабочей чистотой, игнорируй его. Но меня интересует другое. Давай, признавайся. Пускал кого-нибудь на маяк? Хорошо, хорошо. Помни, маяк не твоя собственность и не твой дом. Маяк принадлежит порту Блэкфорда, а ты трудишься за большие, между прочим, деньги. Работал ты, конечно, так себе. Не понимаем, почему тебя вообще пустили быть смотрителем. Пошел ты! Я-то пойду домой, в теплую кроватку. А ты смотри там, не простудись. Да ты тоже, я ж тебе кровать обоссал, прежде чем уехать. До завтра. Ура, мы пережили первый день. Сегодня я впервые ступил на каменные ступени этого маяка. Волны разбиваются о скалы, словно шепчут историю. Я первый смотритель на этом маяке, и надеюсь, он станет моим фамильным поместьем. Сразу же по прибытии написал письмо мэрии и детям. Описал, как лучше добраться. Конечно, она всегда жалуется на мою озабоченность морем, но когда она увидит, какой отсюда открывается вид, трудно выбить из старого капитана любовь к морской пене.